Мир электромобилей и гибридов не стоит на месте, он меняется быстрее, чем мы успеваем за этим следить. Вот и бренд Voya, который представляет премиальный сегмент Dongfeng, решил не отставать и показал обновленный кроссовер Voya Free. Новое поколение этой машины впервые показали на апрельском автошоу в Шанхае, но только снаружи, чтобы интригу сохранить. А вот вчера, 28 мая, на отдельном мероприятии наконец-то показали и салон. Теперь можно не только взглянуть на экстерьер, но и заглянуть внутрь. Так, что нового и интересного в обновленном кроссовере? Давайте разбираться. Напомним, это уже второй рестайлинг этой модели. На родном рынке она с 2021 года, а первую модернизацию сделали еще в 2023. А теперь внимание! Обновленный кроссовер в Китае будут продавать под звучным именем Voya Free Plus. Вот так, с плюсом, чтобы сразу было понятно, что версия посвежее и поинтереснее. Дизайн кроссовера остался тот же, сразу узнаешь, но, конечно, без небольших обновлений не обошлось. Второй рестайлинг принес свежий передний бампер, новую оптику и капот. Между фарами теперь светится табло «Китайский тренд последних автомобилей», так что и Voya не отстает. Передние крылья и решетка радиатора тоже подправлены. Сзади новый бампер, а вот черных вставок на задних стойках больше нет. И приятный бонус – двери теперь с доводчиками, чтоб не хлопать, а плавно закрывать. И да, диски у нового Free будут на 20 дюймов с новым дизайном. На крыше у новинки красуется лидар. И не просто так, ведь именно этот кроссовер станет одним из первых счастливчиков, кто получит новейший автопилот от Huawei ADS4. Система Huawei – это целый арсенал из 48 сенсоров и камер, которые внимательно сканируют дорогу на 300 метров. За всем этим хозяйством следят два микрочипа с производительностью 1000 ТОПС. Разработчики уверяют, система автоматическое торможение сработает даже на скорости до 160 км в час. Ну что, поговорим о размерах нового Voya Free, он слегка подрос. Длина теперь 4915 мм, ширина 1960, высота 1660. По сравнению с прошлой версией длина и ширина прибавили на 1,5 см, ширина на 1. Колесная база осталась прежней – 2960 мм. Вес базовой модели увеличился на 100 кг, теперь 2250. Про клиренс пока тишина, но знаем, что пневмоподвеска останется, правда не ясно, будет ли она в базовой комплектации или за дополнительную плату. Для сравнения, у предыдущей версии Voya Free 318 клиренс был 163, а с пневмой аж 213 мм. Возможно, в обновленной машине тоже будет примерно так. Теперь о силовой установке. Вот что у нас с новым гибридом Voya Free на сегодня. Пока есть только одна версия с электромотором на задней оси, который выдает 292 силы, немного бодрее, чем у старой модели с ее 272 лошадками. Бензиновый турбомотор-генератор остался 1,5-литровым, но стал чуть скромнее мощностью – 129 вместо прежних 150 сил. Запас хода на электротяге немного просел. Теперь это 225 км против прошлых 235, но емкость батареи пока держит в секрете. Максималка по-прежнему ограничена на отметке 180 км в час. Дореформенный кроссовер продается в двух вариантах. В простом – задний привод, один электродвигатель на задней оси и батарея на 43 кВт-часа. А вот у более навороченного Free полный привод. К заднему мотору добавился еще один спереди, мощностью 218 сил. В сумме топ-версия выдает 489 лошадок. Судя по всему, после обновления тоже не исключают появление полного привода. Ведь куда без этого в наше время? Больше всего обновлений случилось внутри, там настоящая трансформация. Как только откроешь дверь, попадаешь в пространство, которое дизайнеры с серьезным лицом называют иммерсивным кокпитом 5 чувств в стиле городской светотеневой эстетики. Звучит круто, но это не просто красивые слова. Почти все внутри мягкое, уютное и приятное на ощупь, 95% поверхностей обтянуты мягкими материалами.
Приборка, дверные карты и прочие детали отделаны высококлассной имитацией замши, так что салон не только красивый, но и по-настоящему комфортный. Теперь можно забыть про эти 3 экрана, которые раньше находились в одном блоке на передней панели. Теперь все проще и понятнее. Вместо них поставили большой планшет на 15,6 дюймов, ультрачеткий. Приборка перед водителем стала более традиционной и безрамочной. А чтобы не упустить ничего важного, есть еще и проекционный дисплей на лобовом стекле. Мультимедийная система работает на Harmony OS от Huawei. Значит, с остальными приложениями и сервисами от IT-гиганта машина дружит без проблем. Селектор передач находится на рулевой колонке с подрулевыми переключателями. Центральный тоннель остался верен себе. Здесь по-прежнему можно заряжать 2 гаджета беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и положить всякие мелочи. И еще приятный бонус – вместительный 7-литровый бокс с охлаждением и подогревом. Водительское кресло было оптимизировано для лучшей эргономической поддержки. Но настоящая фишка – это переднее пассажирское сиденье Space Co-Pilot. Тут тебе и выдвижная подставка для ног, и возможность раскладывать спинку почти до положения лежа. Задние пассажиры тоже не забыты. Их кресло можно наклонять под разным углом, плюс есть и обогрев, и вентиляция. Для поддержания идеального микроклимата используется ткань, которая, как говорит производитель, гарантирует отсутствие вредных веществ. Климат-контроль тут трехзонный. Каждый выбирает себе температуру по вкусу. Водитель, передний пассажир и задний ряд. При этом инженеры уделили особое внимание шумоподавлению в салоне. Опционально можно поставить продвинутую аудиосистему с 22 динамиками. 4 динамика встроены прямо в подголовники передних кресел, чтобы звук был максимально личным, а один такой светящийся динамик разместили в передней панели с собственной контурной подсветкой. Ну и огромная панорамная крыша площадью почти 2 квадратных метра. Мечта любителей звездного неба. К тому же у нее есть электрошторки, которые защищают от ультрафиолета на 99%. Объем багажника 590 литров, а если сложить задние сиденья, получится целых 1350 литров. Крутой бонус. В багажнике есть розетка на 220 вольт, так что можно не только вещи возить, но и сварить кофе на природе или зарядить электронику без лишних заморочек. В Китае заказы на обновленный Voya Free начнут принимать уже в июне, а первые машины обещают выпустить на дороге к концу года. Цены пока не объявлены. Voya явно делает ставку на тех, кто хочет все и сразу, чтобы комфорт был как в бизнес-классе, чтобы техника, современнее некуда, и чтобы батарея не просилась на зарядку каждые 100 километров. Гибридная установка тут, как палочка-выручалочка, и экологично, и далеко едет. Если Voya Free не начнет залетать с ценником, а останется приятным и адекватным, у него реально есть шансы стать звездой не только в Китае, но и за его пределами. Туда, куда он с амбициями и рвением стремится. В общем, ребята делают смелую и уверенную ставку на то, чтобы стать главным игроком в мире технологичных премиум-кроссоверов. Посмотрим, кто там выдержит конкуренцию. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами. До скорой встречи на канале.